Их поймала какая-то местная тероборона. Рядом находится отделение полиции, главное управление ОМОНа. Сгорело от какой-то бутылки с зажигательной смесью. Правительство и силовые структуры. Подбодрить надо было людей. Никто не должен решать за тебя, достоин ты жизни или нет. То же самое, что с «Зимней вишней» было, что с метро. Меры безопасности просто высшего качества. Вся судебная система и вообще вся система должна быть абсолютно кристально чистой. Пусть они медленно умирают в тюрьме. После того, как вы узнали о новости, ждали ли вы прямой реакции со стороны властей? И если да, то какой? Безусловно, я ожидал прямой реакции, что последуют какие-то обвинения Украины, но слово «Украина» произнесено было только один раз. И в контексте того, что, возможно, окно создано для террористов. То есть реакция властей оказалась непредсказуемой. Удовлетворяют ли вас предпринятые меры после теракта? И, возможно ли какие-то изменения вы уже заметили? Я не заметил никаких предпринятых мер, потому что изначальная реакция властей была такая, что рядом находится здание Главного управления ОМОНа. В самом Крокусе рядом находится отделение полиции. Там должна была дежурить полиция. Потом, как известно, ЧОП, который охраняет Крокус, это одна из самых сильных охранных структур в России. И как так оказалось, что здание площадью 10 гектаров сгорело от какой-то бутылки с зажигательной смесью. То есть я этому не верю. И я считаю, что правительство и силовые структуры, они несут ответственность за этот теракт. И, скорее всего, они и причастны к этому теракту. К тому же я не верю, что системы, которые предназначены для того, чтобы тушить пожар, они были отключены. Невозможно, чтобы один из крупнейших миллиардеров в России, Агаларов, чтобы он сэкономил на пожарной системе. А пожарная система, она не может не сработать вся. То есть, где-то она хотя бы должна была сработать. Считаете ли вы, что ужесточение законов о контроле над оружием или, возможно, дискуссии в Думе, которые ведутся на данный момент очень активно по поводу снятия моратория о смертной казни, как-то поможет предотвратить будущие нападения? Я не считаю, что дискуссии в Думе как-то этому помогут, потому что в Думе можно дискутировать о чем угодно, и никак не способствует терактам. Потом непонятно, какое оружие использовали террористы. То есть это было переделанное оружие или которое стоит на вооружении в российской армии, потому что по той информации, которую я читал, модель вот этих автоматов, она достаточно современная и стоит на вооружении в данный момент, и оборот контролируется. Возможно, что это была там переделанная сайга или еще что-то. Во всяком случае, мы об этом ничего не узнаем, потому что расследование будет вестись предвзято. И не считаю, что дискуссии как-то помогут. Как вы относитесь к усилению рейдов на иммигрантов после теракта? Считаете ли вы, что они эффективны? Возможно, на ваш взгляд, есть какие-то другие меры, которые можно рассмотреть? Дело в том, что мы находимся рядом с торговым центром «Капитолий». Там еще спустя 2 или 3 дня после теракта можно было наблюдать вооруженных людей в военной форме, и, соответственно, их уже там нету. Учащенные рейды на мигрантов — это такая же мера для отвода глаз. Единственное, что беспокоит, наверное, вы знаете, что было вот это видео с отрезанием уха, и как восприняло это российское общество. То есть на скамью подсудимых людей, которых пытали. Понятно, что это террористы, это плохие люди. Тем не менее, даже в сталинские времена такое себе не позволяли. То есть в газетах писали, что подсудимые, в те времена, в сталинские, выглядели холеными, там, с отведенными
объеденными щеками, брюхом и так далее. То есть было выгодно сказать, что здесь вот не людоеды находятся, а сейчас, поскольку такая история произошла, ну, это показывает о том, что режим, он начинает озверевать, если не уже озверел. По поводу украинского следа и западных стран, что вы думаете на этот счет? Насколько это уместное текущее положение и что вы чувствуете? Было заявление, что белорусские пограничники предотвратили движение террористов в сторону белорусской границы. И, по мнению Лукашенко, они двигались в сторону белорусской границы, а уже потом отправились в сторону украинской границы. И в конце концов террористов кто поймал? Их поймала какая-то местная тероборона. Это не подготовленный спецназ, там группа Альфа или еще кто-то. Потому что на фотографиях видно и на видео, что их тащат люди в джинсах, в каких-то ободранных ботинках. Это не спецназ. И, скорее всего, вот эти люди, они просто сорвали провокацию, которая готовилась для того, чтобы обвинить Украину. Как, по вашему мнению, сообщество может объединиться, чтобы поддержать жертвы и их семьи сейчас? Российское сообщество. Я думаю, что российским жителям российским гражданам нужно спасать в первую очередь самих себя и постараться уйти от той реальности, в которой мы живем. Возможно, в буквальном смысле это может быть иммиграция или еще насколько позволяют средства, возможности. Какие шаги нужно предпринять для того, чтобы предотвратить подобные действия в будущем, на ваш взгляд? Прежде всего, должно быть государство с действующими законами, государство, которое живет по законам, граждане в прямом смысле слова, не только по названию, но и по факту. Государство, которое объединено соглашением граждан, которые живут по соглашению, то есть по тем законам, которые функционируют в этом государстве. Сейчас такого нет. И последний вопрос. Стоит ли освещать подобные происшествия публично? Важно ли это? Говоря об этом в России, да. Я думаю, что это колоссально опасно. И говорить об этом нужно, но вредно. И бесполезно, к сожалению. Помимо того, что прошло 7 дней, также прошло 14 лет с теракта в Москве в метро, на Лубянке и Парке культуры. Ожидали ли вы ответной реакции от властей, и удовлетворила ли она вас? Но, если честно, то я за этим мало следила, но я ожидала каких-то, подбодрить надо было людей, как-то собрать, а люди сами себя подбадривали. Получается, все как-то... горе сближает, и большинство людей, они сплотились как-то, несмотря на вообще власть, несмотря вообще ни на что. Мораторий, он, в принципе, не поможет. То есть мы же не как в Средневековье будем голосовать руками. То есть кого-то убивать, кого-то нет. У каждого, есть такое право на жизнь. Если кто-то посчитал, что кто-то недостоин, это античеловечно вообще. И нельзя так. Какой бы человек ни был, это и выбор каждого. Никто не должен решать за тебя, достоин ты жизни или нет. Кроме родителей, конечно, когда это еще совсем на ранней стадии. Но это уже совсем другая тема. Удовлетворяют ли вас предпринятые меры? Возможно, вы могли бы что-то посоветовать? Если только организаторам, потому что, насколько я знаю, что организаторы сами вправе нанимать службу правопорядка и медпомощь. То есть здесь уже вопрос к организаторам таких мероприятий, насколько они отвечают за безопасность своей публики. Выставка Trans Russia была в 2019 году в Крокусе. Я, будучи студентом, туда ездила, и нас тоже досматривали. Но есть супер пример по поводу досмотра на наших супер доблестных вокзалах, когда впереди меня проходит просто подросток и говорит, что у меня рюкзак пустой, и его просто вот так вот пропускают. Но последние 2 недели назад вернулась, на самом деле, и я была за границей, где, в принципе, там еще хуже, чем здесь, поэтому я даже не знаю, какие коррективы внести, потому что там вообще нет досмотра, даже в аэропорту. Там просто проходишь, и все. Здесь хотя бы хоть что-то есть, да, окей. Но это минимально эффективно.
Но у нас же как общество-то, в принципе, реагирует на то, что нужно самим обучаться чему-то, а вот власть у нас начинает проверки только тогда, когда происходит какое-то вот такое потрясение. То же самое, что с зимней вишней было, что вообще в торговых центрах стали только тогда обращать внимание на какие-то пожарные безопасности. Что сейчас с Крокусом, что с метро то же самое, как в Питере, так и в Москве. Ну, каждый день понимаешь, что ты ни от чего не застрахован, и единственный совет, который, естественно, никому не нужен будет, и это просто в небо, что нужно как-то людей не просто обучать это на словах, а обучать этому в действии не тогда, когда это произошло. У меня были взяты билеты на концерт группы «Пикник» на следующий день, на 23 число. И я знала, что накануне будет такой же концерт тоже у «Пикника», у моей любимой группы. И когда начали приходить эти новости, это был просто шок. И вообще непонимание, и чем дальше, тем хуже и страшнее. Честно говоря, я в таком была шоковом состоянии, в таком ужасе, что не ожидала ни от кого вообще никакой реакции. Просто хотелось понять, насколько все страшно. Когда стало понятно, насколько все страшно, тут уже просто волком хотелось выйти. Какой реакции хочется? Она, в принципе, наверное, и последовала такая реакция. Поимка преступников и следственные действия. Надеюсь, что их покарают самым жестоким образом. Я думаю, что вопрос безопасности мероприятий, он должен быть проработан серьезнее, особенно таких крупных мероприятий, особенно в залах, которые вмещают несколько тысяч человек. Но, на мой взгляд, наверное, сейчас уже какие-то меры предприняты, могу об этом сказать, потому что позавчера, 27-го, я была на концерте группы «Пикник» в Санкт-Петербурге. Они дали концерт памяти жертв, благотворительный, и все деньги пойдут на помощь семьям погибших. И там меры безопасности были просто беспрецедентные. То есть столько силовиков, охранников, строжайший досмотр. И, наверное, это правильно, и, наверное, так оно и должно быть теперь всегда. Сказать, что в полной безопасности, наверное, нет. Все равно какая-то тревога внутри, она остается. Но я не думаю, что что-то подобное может случиться когда-то сейчас, в ближайшее время. Я думаю, сейчас настанет период какого-то спокойствия относительного, потому что, повторюсь, трагедия произошла страшная, и она привела к серьезным, на мой взгляд, мерам. И я думаю, что ближайшие крупные мероприятия все должны проходить спокойно. Затрудняюсь ответить, очень сложные вопросы. Не знаю, мне кажется, с оружием вопрос, он вообще слишком профессиональный, я как-то затрудняюсь что-то сказать, но мне кажется, что какое-то свободное ношение оружия – это не выход. И я такую меру не поддерживаю. Что касается снятия моратория на смертную казнь, тоже все неоднозначно. Я, наверное, скорее против. Я скорее за то, чтобы мораторий оставался, потому что вся судебная система и вообще вся система должна быть абсолютно кристально чистой, потому что, если в случае смертной казни будет вынесен какой-то приговор ошибочно, это потом отменить никак будет нельзя. То есть, если кого-то посадят ошибочно, потом выяснится, что ошибочно, человек потратит сколько-то времени своей жизни, но все-таки потом сможет наверстать. А если кого-то казнят не того вдруг, это, конечно, ужасно. И я считаю, что на самом деле пожизненное заключение в каких-то суровых, строжайших условиях это даже страшнее, чем смертная казнь. Поэтому пусть люди, которые совершают такие бесчинства, пусть они медленно умирают в тюрьме. Я не обладаю такой полнотой данных. Но, наверное, если говорят о том, что какие-то следы есть, наверное, не просто так говорят. Какие-то совпадения такие мне не очень нравятся, но, опять же, я не берусь выносить вердикт, я не располагаю следственными материалами, так сказать. Пусть решением этих вопросов занимаются профессионалы. Относительно украинского следа и причастности западных спецслужб к теракту? Я считаю, что должны быть комментарии, но единственное, что хочется, чтобы, конечно, любые комментарии, они подтверждались какими-то доказательствами. То есть пока последнее, что я видела, это то, что, вроде говорят о какой-то причастности украинской страны, и вроде даже как будто бы есть какие-то доказательства. Если это действительно так, наверное, правильно их сделать публичными, обнародовать, чтобы все действительно поняли, что это за доказательства такие. Если это так оно есть, это, конечно, страшно. И этот теракт, он какой-то
самый, на мой взгляд, бессмысленный за нашу какую-то последнюю историю, потому что если взять там Нордост или Беслан или что-то такое, там террористы всегда выдвигали какие-то требования, они брали заложников и что-то требовали. А здесь, ну, это просто вот массовый расстрел, без комментариев, без чего-то такого, и я не знаю, кто за этим стоит. Не хочу делать каких-то скоропалительных выводов, но кто бы за этим ни стоял, это, конечно, такая гнусность, что слов нет. Да, рейды должны проводиться, но, опять же, все в рамках закона. То есть, ну, проверяют человека, если у него все с документами в порядке, ну, пусть себе и живет, и работает. Если что-то не в порядке, значит, надо как-то это устранять. Просто до сих пор вызывают вопросы. У нас есть, иногда попадаются такие мигранты, у которых даже чуть ли уже там не паспорт российский, а они вообще не говорят по-русски. А для того, чтобы получить наше гражданство, они должны были сдать экзамен. То есть кто им этот экзамен как бы проставил, при том, что они не говорят по-русски? Тоже вопросов много, гораздо больше, чем ответов. У нас обычно, к сожалению, я вот с горечью это признаю, я думаю, не я одна это признаю, после того, как какая-то трагедия произойдет, все начинает работать очень хорошо. Очень хочется, чтобы для того, чтобы дальше все было хорошо, не нужны были еще какие-то трагедии. То есть для того, чтобы безопасность мероприятия была обеспечена на достаточном уровне, надеюсь, больше не нужно будет таких вот кровавых событий и такую страшную цену платить. Да, вот сейчас, я говорю, тот концерт, на котором я была позавчера, меры безопасности просто высшего качества. Ну, в общем, хочется властям сказать и всем нам, ну, чтобы мы делали каждый то, что в наших силах, чтобы как-то жить в спокойствии и жить достойно, и оставаться людьми. Конечно, следить за безопасностью, конечно, организовывать безопасность таких крупных мероприятий очень тщательно и ответственно. Но я там не сторонница таких мер, допустим, что отменить, вообще закрыть все массовые мероприятия. Ни в коем случае. Жизнь должна продолжаться, и культурная в том числе, и должны быть и события музыкальные, театральные, там, спортивные, любые. Просто это должно организовываться очень дотошно, очень внимательно, чтобы вот предотвратить то, что, к сожалению, случилось неделю назад. Спасибо вам огромное, спасибо большое. Пожалуйста.